Великолепный век рассказывает нам историю любви Сулеймана и Хюррем. Все начинается с того, что молодой будущий падишах получает известие о смерти своего отца султана Селима Евуза и отправляется в столицу, чтобы занять трон. А в это время, пока еще Александра плывет на корабле через Черное море вместе с другими пленницами в Стамбул, чтобы стать частью султанского гарема. Несомненно, сериал «Великолепный век» является по большей части художественным фильмом, однако в нем очень часто напоминают нам о том, что в основу сериала легли исторические события. Но давайте вместе отправимся на 500 лет назад в Османскую империю и узнаем, что скрыли от нас сценаристы нашего любимого сериала, и поймем, что не так с первой серией «Великолепного века». И перед тем, как мы начнем, я прошу вас подписаться на наш канал, если вы тоже смотрите или смотрели сериал «Великолепный век» и хотите узнавать интересные факты, рассказы и легенды про Османскую империю. Не забывайте поставить лайк этому видео, ну а лучшей наградой для автора будет ваш комментарий. Итак, начнем. 5 исторических моментов, которые нам не показали в сериале «Великолепный век». Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это женщины Сулеймана. Почему Гюльфем была главнее Махидевран и какую из жен Сулеймана от нас скрыли? Как вы помните, в первой серии Махидевран была главной женой Сулеймана. Об этом говорил весь гарем. Но на самом деле главной его женой могла считаться совсем другая женщина. Звали ее Филоне. Поэтому, рассказывая именно о том периоде ее жизни, правильно было бы назвать ее именно Филоне Султан. Сценаристы решили спрятать ее от нас, хотя эта женщина была по статусу главнее Махидевран и Гюльфем, поскольку она была матерью самого старшего сына Сулеймана. Историки пишут, что юный Сулейман очень сильно любил Филоне. Она являлась его первой фавориткой. Когда Сулейману было всего 17 лет, Филоне родила ему сына Шахзаде Махмуда. На момент переезда Сулеймана в Стамбул или бывший Константинополь мальчику было 9 лет. Второй женой по иерархии гарема была Гюльфем. В 1520 году ее звали Гюльфем Султан, а не Гюльфем Хатун. Все дело в том, что Гюльфем в 1513 году тоже родила Сулейману сына. Это был Шахзаде Мурад. И когда Сулейман стал султаном, Мураду было 8 лет. Дорогие мои, напоминаю вам, что данную версию исторических событий Османской империи предоставила нам автор сайта Султан ТВ. Ссылку на этот сайт вы можете найти в описании к нашему видео. Махидевран Султан, наоборот, была самой младшей женой Сулеймана, а вовсе не главной, как нам показали. Но тем не менее, Махидевран была очень любима султаном. Скорее всего, сценаристы сделали это умышленно, чтобы показать всю трагичность судьбы Махидевран Султан. Как из единственной и горячо любимой, она быстро превратилась в одинокую, несчастную и оставленную мужем женщину. Второй момент, который в первой серии не совпадает с правдой, то, что Мустафа единственный сын. Дело в том, что когда Сулейман стал султаном и переехал в Стамбул, кроме Мустафы, у него было еще 2 старших сына от Филоне и Гюльфем. Это 9-летний Шахзаде Махмуд и 8-летний Шахзаде Мурад. А Шахзаде Мустафе тогда было всего 5 лет, но, к сожалению, спустя всего лишь полгода после того, как Сулейман зашел на престол, его 2 старших сыновей умерли от оспы, которая тогда бушевала в столице. Мустафа остался единственным Шахзаде, пережившим эту страшную эпидемию. Филоне и Гюльфем испытали огромное горе. Они потеряли своих единственных и любимых сыновей. А для матерей это самое ужасное. К тому же, по правилам гарема, женщины лишились статуса султан. Филоне была отправлена во дворец слез, где она доживала свои дни, однако Гюльфем смогла дальше жить в гареме Сулеймана. Третье историческое несоответствие первой серии с действительностью – это гарем во дворце Топкапы. На самом деле резиденция султана и гарем находились в разных дворцах. Султан занимался государственными делами, живя во дворце Топкапы, а гарем находился в старом дворце. Оттуда девушек привозили к султану, либо он сам посещал свой гарем в старом дворце. В 1541 году, после большого пожара в здании гарема,
Хюррем Султан вместе со всей своей свитой переехала во дворец Топкапы, и больше его стен она никогда не покидала. Вот так гарем и стал частью дворца Топкапы. Четвертое несоответствие – это появление Хюррем. Ее внешность и дикость поведения в том числе. Допустим, что Хюррем и вправду была отправлена из Крыма в качестве подарка султану Сулейману, но тогда очень сильно смущает ее поведение. Правители других государств действительно дарили наложниц османским султанам, но такой подарок должен был обязательно понравиться, поэтому султану отправляли только самых красивых и, несомненно, хорошо воспитанных девушек, а такую дикую, необузданную девицу, какой была показана Хюррем в самом начале, вряд ли подарили бы османскому султану. Крымский хан просто постеснялся бы отправить ее Сулейману. В связи с частыми упоминаниями в последнее время о том, что YouTube будет заблокирован в России, не забывайте, чтобы не потерять наш канал, вы можете перейти по ссылкам в описании и подписаться на нас в сообществе ВКонтакте, либо на наш Telegram-канал. Я буду рада оставаться с вами на связи, несмотря ни на что и вопреки. Бесспорно, Мерьем Узерли очень красивая актриса, но ее внешний облик именно своей красотой совершенно далек от образа настоящей Хюррем. Европейские послы, которые были современниками Хюррем Султан, в своих письмах рассказывали о ее внешности. Они писали, что жена падишаха была миниатюрной и худенькой, лицо ее имело острые черты и вздернутый кверху дерзкий носик. У нее была бледная кожа, огненно-рыжие волосы и зеленые глаза. Несомненно, воочию Хюррем вряд ли кто-то из них мог видеть, но все мы знаем историю о том, что некоторые евнухи позволяли себе за большие деньги продавать информацию о гареме на сторону, не боясь быть пойманными. Поэтому то ли они сами приврали, то ли это было на самом деле, но такие сведения, несомненно, есть. Возможно, я кого-то удивлю, если скажу, что сценаристы попросили Мерьем Узерли набрать несколько лишних килограмм. Актриса обладает модельной внешностью, а им хотелось, чтобы Хюррем имела более аппетитные формы, да и ростом Мерьем гораздо выше настоящей Роксоланы. Продюсеры и режиссеры очень долго не могли найти актрису на роль Хюррем Султан. Когда они увидели на кастинге Мерьем Узерли, то поняли, что их поиски наконец-то закончились. Я очень рада, что роль досталась именно ей, и пусть она совсем не похожа на настоящую Хюррем, Мерьем прекрасно справилась со своей задачей, исполнив роль любимой женщины Сулеймана. Кому из вас понравилась Мерьем в роли Хюррем, поставьте лайк этому видео. Пятое, что не совпадает в первой серии с действительностью, это молодая вдова Хатидже, которая кротко всюду следует за своей матерью. Однако реальная Хатидже Султан была уже долгое время замужем. Вышла замуж она в 1509 году за Искандера Челеби и к 1520 году имела от него несколько детей. Но потом Хатидже действительно осталась вдовой, ее супруг скончался в 1530 году. Султанша переехала в Константинополь к своей матери. И бонусом расскажу еще один момент в сериале. Перед коронацией Сулеймана Джафер Ага упомянул Увейса, еще одного сына султана Селима Евуза, которому запретили приближаться к трону и выслали в западную провинцию. На самом деле такой человек был. Этот брат Сулеймана появился на свет от наложницы Селима, которую выдали замуж. Однако девушка оказалась беременна. Султан Селим признал своего сына, но неофициально. В сериале по сценарию Увейс был выслан подальше от столицы, и Сулейман с ним никак не контактировал. Увейса в самом сериале ни разу не показали, однако в жизни Сулейман все же общался с ним. Он даже назначил своего брата на должность Белербея багдадского иолета, а позже и Йемена. Увейс прожил очень недолгую жизнь, но это уже совсем другая история. Несмотря на большую массу несоответствий, сериал просто прекрасен. Сценаристы проделали колоссальную работу, чтобы мы смогли погрузиться в удивительную сказочную реальность и увидеть необыкновенную историю любви Сулеймана и Хюррем. Дорогие мои, в следующем видео я расскажу вам историю о том, почему Сулейман отказался от гарема. Было ли это его личным желанием или необходимостью, или что-то еще. Поэтому не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы первыми получать информацию о выходе новых роликов.